Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. События августа. К чему все идет? Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака. И сам по себе месяц август, он неоднозначный по энергиям. Начало оно такое более спокойное. Ну, еще и ретро-меркурий какие-то задержки может добавить, что-то поставить на паузу. Сбои в электронных системах могут быть, в том числе в электронных системах взаиморасчета. Но полнолуние 9 числа, осетровое называется полнолуние, кстати, в вашем знаке зодиака, дает энергию умиротворения. А ретро-меркурий до 10 числа, да, вот, то есть 9-10. Но уже к середине месяца жизнь набирает привычный темп, а к концу месяца и более того, может ускориться. Но Солнце во Льве– это вопросы любви, причем любви страстной такой, не платонической, нет ни охов, ни вздохов, а чувственной, земной. И много эмоций может быть связано, как и, к примеру, восторг, восхищение, так и разочарование. Мы все разные. Но, знаете, по части эмоций нас тут тоже может за счет Марса в весах немножко, ну, где-то зашкаливать. И если мы говорим весы, баланс, да, и вот эти энергии нам нужно уравновесить в себе, то я вам хочу сказать, тут не совсем как бы приоритет вот этого баланса будет лежать, когда мы сами себя к чему-то уговариваем. Ну, может быть, и есть такой элемент, но тут о чем нам говорят больше? Когда вы, к примеру, и для земных знаков зодиака этот момент может быть прочувствован особенно остро. Тут будет такая тяга к перфекционизму. Что-то сделать очень хорошо. Или словно отшлифовать, прямо там до каких-то мельчайших деталей. А в это время мы теряем время. И наша задача переключиться быстро в ту плоскость или на тот вопрос, который более перспективен. Так вот, его еще нужно увидеть. Я вот эти как раз моменты больше вижу, ну, уже где-то после 10 августа, хотя мы все разные, может быть, это у вас сейчас уже какая-то стоит тема, и вам нужно с этим разобраться. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Итак, мы 3 карты на начало месяца достаем, да, что там за энергия, чем вы можете заниматься, какие события вас ожидают. И вторая половина августа. Что ждет? События ближайшего будущего, совсем ближайшего. И давайте свяжем воедино, к чему же все идет. Зачем это нам все нужно, да? Для счастья или для опыта? Ну, кто знает. Всяко бывает в жизни по-разному. Следующая карта– поездки, перемещения, путешествия. У кого-то и отдых. И, кстати, шикарный период августа, начало месяца, отдохнуть. Потому что вряд ли тут мы что-то можем ускорить. Даже если мы будем стараться до бесконечности, нет, обязательно, видимо, во Вселенной будет какой-то пункт, нас может отбросить по времени назад. Поэтому не упорствуйте слишком, по крайней мере, в первую декаду. Ну, у кого-то, может быть, эти поездки связаны банально с документами. И тут тоже, если какое-то лицо вам говорит официальное, что вот эту бумагу нужно ждать там 5 дней, 7 дней, ну, сколько по регламенту положено. Ну, тут тоже мы ничего не ускорим. Могут, кстати, по ретро-меркурию быть задержки на транспорте. Все же это как раз по его части. Вторая позиция– ваши планы, ваши проекты, ваши достижения. И третья карта– что будет дальше с заходом на сентябрь. Ладно, начало августа. Королева мечей. Есть какой-то план, который вы хотите либо обдумать, или я бы даже сказала, кто-то из вас думает, как быстрее от чего-то или отвязаться, или отказаться, или разобраться в какой-то теме, которая явно вам надоела. Может быть, это вы сами точно обдумываете тот вопрос, или вы можете прийти к окончательному решению, что мое участие в конкретном деле, теме на работе, или, ну, может быть, и отношения, или дела по части дома, переезда, согласований, тут может быть разная ситуация. Все же в середине у нас серьезный аркан Верховная Жрица, когда мы ищем достоверную информацию, когда и слушаем собственную интуицию. Но здесь не столько, с одной стороны, да, логика, здравый смысл, но ведь по королеве мечей это то, что нам хорошо знакомо. Тут уже мы все как будто попробовали, мы точно знаем.
И подходим в итоге к какому-то барьеру, когда, ну, такой выбор, когда мы должны, ведь, как известно по королеве мечей, уж отрезала так отрезала. Она как раз умеет рационально от чего-то отказаться. Не потому, что ей так хочется, а потому что многократно что-то испробовано и никак не идет. И вот вы можете в начале августа понимать, что либо ваши какие-то методы не работают, может быть, и договоренности какие-то не работают, обязательства кем-то взятые, может быть, не работают, или вы сами хотите уйти от каких-то обязательств. Я это тоже могу допустить. И вы хотите что-то пересмотреть и будете искать информацию, как же вам сделать это. Либо вы оказываетесь перед выбором. И в две стороны мы одновременно не пойдем, и это уже предусматривает выбор, что от чего-то одного мы откажемся. Но здесь и для вас, вот как по пятерке кубков, пространство Вселенной создает такую ситуацию, когда выбор совершенно необходим. И правда, когда вы к чему-то не привыкли, или раньше вы так не поступали, как вот эта девушка, которая показана нам в окне, и у нас колода 78 дверей, открытые или закрытые двери имеет принципиальное значение. Понятно, что для верховной жрицы закрытых дверей нет, это карта тайны, той, которая все знает. По королеве мечей тут тоже у нас двери открытые. Но вот тут не задача. Как бы выход есть через окно. Дверь уже охвачена огнем, и языки пламени подбираются ко второму этажу. И, глядя на карту со стороны, мы понимаем, чего ты там кричишь, ждешь. Прыгай! В округе ни души. Не надейся, никто к тебе не придет на помощь. А страшно. Девушка не прыгала никогда. И мы-то смотрим на карту и думаем, ну, вообще-то не очень высоко. Ну, ладно бы там какие шишки, синяки, так ты же жива останешься. То есть вот со стороны хочется дать такой совет. Прыгай давай, не тяни время, а то завтра уже или через 5 минут точнее, ты уже и не прыгнешь. Ну, я так аллегорически говорю. Вот у вас может быть какой-то такой остро наболевший вопрос, не новый, отнюдь, а то, с чем вам нужно просто разобраться – или принять это сложное какое-то, может быть, у кого-то Соломоново решение, а у кого-то разрубить Гордиев узел. Вторая половина месяца. Вот смотрите, еще одна пятерка. Две пятерки, вроде мелкие карты. Но я так вижу, какое-то ожидание должно быть закончено. Или вы, мои дорогие козероги, не должны согласиться на какой-то проект. Может быть, вот нам тут как раз и говорят, найди достоверную информацию. В этот период может быть много сбивчивой информации. Кстати, фальшивая информация, ретро-меркурий, мои дорогие, тоже где-то это дает. Доверяй, но проверяй, будь то люди. Для вас, видимо, доверяй, но проверяй, как девиз на первую половину месяца. Потому что вы можете с чем-то согласиться и попасть в вот такую ситуацию, как девушка. Когда-то была девушкой, пришла к двери, я подожду. Не согласитесь на какие-то бесконечные, безмерные ожидания. Или веру в завтра, в том плане, что вот завтра оно само решится. Нет, тут прыгать нужно. От ваших действий будет зависеть качество жизни завтра. И правда, серьезный вопрос. Так вот девушка пришла, присела на порог, в надежде дверь откроется. Много времени прошло, и девушка состарилась, да и дверь уже плющом заросла. По пятерке мечей нам не нужно что-то продолжать, нам не нужно ждать. Мы ничего не дождемся, мы будем в каком-то минусе. По тузу жезлов и обстоятельства, мои дорогие, вам добавляют реальности или раскрывают как какую-то, может быть, событие вашей жизни. Или то, что в жизни происходит сейчас. Это может быть даже связано с контактами вообще с посторонними людьми. Когда кто-то проронил фразу, а вы ее додумали и понимаете, нет, что-то я тут замечталась, или что-то я тут думал совсем в другом ключе. А реальность вот она обстоит совершенно иначе. Вот такая метаморфоза может быть у вас. И у кого-то это будет, к примеру, вы это предполагаете, что именно так каким-то образом может начать развиваться ситуация, но еще есть надежды. Но видимо, судьба все ставит по своим местам. Тогда во второй половине месяца вы убеждаетесь, что да, надо было слушать самого себя, свою интуицию, подсказки собственной мудрости. Если мы говорим, туз жезлов на период до и после делит нашу жизнь, то нам здесь маг изображен. И он, как знает кодовое волшебное слово
пассами даже, может быть, и без слов, пассами рук он открывает эти двери в будущее. Но идти как будто нужно налегке. Или вас не должны вот эти энергии перфекционизма, кстати, или каких-то материальных, может быть, даже накоплений, или что-то материальное, денежное на период, точнее, удерживать в каких-то рамках. Иначе мы потеряем время, это точно, это как минимум. А вы сами, маги и волшебники, задача конца августа открыть вот эту волшебную дверь. Может быть, смотрите, вам даже по судьбе какое-то подобное испытание или ситуация, или решить тот или иной вопрос. У кого-то, опять же, документ. Часто по аркану правосудия это идут у нас или высокие чиновники, или буквально представители законной власти. Это могут быть и юристы, и адвокаты, и судьи. Но вам тут карта говорит, ты должен что-то это сделать еще и по закону. Может быть, по закону. Будьте внимательны, если вам кто-то что-то предлагает. Будь то подписать контракт, пересмотреть какой-то контракт, перезаключить, может быть, и банковский контракт, ну, кто его знает. Или какой-то документ вы как, к примеру, идете кому-то поручителями, или уже вы там оказались, и здесь вам совершенно необходимо что-то пересмотреть, переиграть. Может быть, и потребуется добрый совет людей толковых или знать, как работает закон. Вот для вас нужно точно понимать, как в отношении вас закон работает и сегодня, и в будущем, чтобы не было каких-то обраток, потому что аркан правосудия – это где-то и аркан кармы. Как аукнется, так и откликнется. Иногда эта карта говорит о том, что если ты кому-то помогал, и пусть это не руками того же человека, но пространство нам тоже помогает в решении того или иного вопроса. Тут что-то может сложиться очень удачно. Предпринимаемые шаги и активные действия, но когда вы сами делаете этот шаг, вам откликается. К чему же все идет? К празднику. Посмотрите, две тройки. Тройка – это у нас всегда карта будущего. И первая карта праздника, тройка кубков, она может свидетельствовать о том, что да, праздник состоится, а вторая тройка жезлов нам добавляет, как у нас маяк показан, да, только лишь тогда, когда ты примешь какое-то однозначное решение. И если мы говорим карта будущего, то есть на будущее какой-то вопрос для вас архиважен, мы можем вот так вот и замечтаться по семерке кубков. Или всегда семерка – это некоторая путаница, но в этой путанице разобраться нужно самому. И если мы говорим тройка, маяк, это не значит, что вы с места в карьеру куда-то мчитесь. Есть, видимо, те темы в вашей жизни, которые вот так рационально. Или не закрывать на что-то глаза, вот же о чем нам говорят еще карты. Не думать, что какая-то тема уйдет сама, рассосется словно. Быть реалистом, тем не менее. Может быть, и для кого-то вот эта тройка кубков, иногда эта карта свидетельствует о любовном треугольнике или о тех отношениях, которые, ну, как будто есть три партнера, да, в целом, и как третий лишний. И тут вы можете с любой позиции. Я понимаю, что это не для всех, но для кого-то это будет актуально. Значит, настало время и в этом разобраться, мои дорогие, по крайней мере, понимать, к чему это все идет. Вот здесь решение принимаете вы, и от этого зависит ваше будущее. Поездки, перемещения, посмотрите, туз кубков. Для тех, кто в паре, что-то волшебное может быть. Это правда. И причем пара. Может быть, это вы человек семейный, или это вы даже просто встречаетесь. У вас тут, ну, так или иначе отношения развиваются, или вы вместе проживаете, строите планы на будущее. Может быть, и есть какие-то детали, мои дорогие, вот что вас, да, останавливает, или как разобраться, в чем надо. И у кого-то банально вопросы благополучия. Где жить, на что жить? Вот правда, они выходят на первый план, и вам нужно, может быть, даже брать на себя ответственность. И тогда нужно все просчитать. Не думать, что завтра как-то произойдет само. Или больше ясности наступит. Мы с вами в такое время живем, что, ну, тут не совсем про ясность. Ясность мы творим своими руками, мои дорогие. Или буквально поиском недостающей информации, но по тузу кубков – для кого-то может проиграться. Как будто как минимум себе нужно позволить отдых, мои дорогие.
И если вы сейчас в сольном варианте один или одна, вы можете, кстати, прочувствовать благодаря Солнцу во Льве, что настолько мне тягостно мое одиночество, и начнете продумывать, каким же образом мне, может быть, расширить свои контакты, сам по себе круг знакомых поменять. Вот такие тоже могут быть задумки у вас, и это будет очень правильное направление. Потому что, опять же, если мы на это не решимся, никто не придет с целью нас осчастливить. Как минимум мы должны выйти сами судьбе навстречу. Поэтому вот такая задача. Но тогда я могу предположить, что знакомство для кого-то может проиграться. Именно мы смотрим на поездки, на дороги, на перемещения. И может быть это знакомство в какой-то организации или инстанции, куда вы идете решать свои темы наболевшие в очереди. Почему нет? Тут по-разному может быть. Но это вы не дома. А для кого-то это вы поехали отдыхать. Или для тех, кто в паре, какая-то поездка, одним словом, для вас будет восхитительно удачной. Вот приносит как и новые энергии, так и волшебную перезагрузку. Ну, точно не находиться словно вот возле этих дверей и чего-то ждать. Все ведь карты нам говорят о том, что движение какое-то с вашей стороны, активность совершенно необходимы. И на ваши достижения, смотрите, тройка мечей и третья тройка. И, как я сказала, тройка – это всегда карта будущего. Здесь у нас, если мы говорим, человек такой, который что-то затеял, задумал, явно по тройке мечей мы знаем это как карта разбитого сердца, очень глубоких разочарований, может быть, пережитого предательства. И вот эти эмоции нас не отпускают. У кого-то эмоциональный фон вам не дает идти вперед. Поэтому сами себя в рамки не заключайте. Именно нужно что-то завершить. И теперь вот эти энергии, ведь когда тройка мечей выпадает, это уже более такое холодное равнодушие. Мы не переживаем это заново, а самое время поставить точку в том, что вас разочаровывало, то, что вас, может быть, обижало, или то, что вносило, может быть, в вашу жизнь какую-то сумятицу. Определяться мы ведь сказали, нам придется, правда? Вам, мои дорогие козероги. А если это по части личной жизни, когда вас в тисках держит эмоционально прежняя история, и как страх сковывает душу, что если я начну даже с кем-то знакомиться или новые контакты, да я никому не верю. Меня опять обманут или меня опять подведут. Но все равно не получится вот так замыкаться. Все же мы живем среди людей. И эта карта больше говорит о том, что мы должны оставить прошлое в прошлом. Каким-то образом на ваши достижения и планы. Может быть, это ситуация по работе, когда вы услышали о себе что-то нелицеприятное, и это не имеет никакого значения. Или когда вы выполняли какой-то проект, работу, с вами не рассчитались, как обещали. Вот такое тоже. И такое разочарование, что куда ни пойду, везде обман. Может быть, и в другом даже подсказка, что рассмотреть для себя, раз ты оказался в сложной ситуации, рассмотреть для себя дополнительный заработок, альтернативную работу. Все же на достижение это могут пересекаться вопросы, откуда к вам приходят деньги. И тогда тут, ну, точно не замирать нужно и не замышлять что-то. Вот эти сложные эмоции могут удерживать, словно кандалы, мои дорогие. Эмоциональный фон по части достижений или ваших проектов. Тут как будто вы не видите новых проектов. Вот есть такой момент. И пока ты там ковыряешься в прошлом, как будто так карта говорит, но ты не можешь, ни где-то тебе это мешает оценить в реальной жизни, что происходит вокруг. Какова может быть вообще ситуация вокруг тебя, каковы обстоятельства. И тут нужно, обстоятельства мы не изменим, а вот нужно менять себя именно. Об этом карта. Что же будет дальше? Ну вот, наверное, основная задача, нам уже не первая карта говорит. Кстати, перемены будут. И если мы даже сами словно подзастряли в этой клетке, дверца, кстати, открыта, ничего не мешает. Мы засиделись, и нам, кстати, не очень удобно. И карта говорит все равно девятка. Девятка по нумерологии – это преддверие перемен. Поэтому перемены будут вне зависимости, хотим мы этого или нет. Но мы утрачиваем
связь с реальностью. Мы просто как бы наблюдатели, а нам нужно быть активным деятелем, мои дорогие. Вот об этом говорит карта. Поэтому не думайте, что что-то завершается. Есть те две темы, как два направления. И одно выбрать, а второе завершить. По сути дела, все карты, которые вам выпали, об этом и говорят. И сразу говорят, ведь и туз кубков, и праздник именно зависит от вашего выбора. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Неожиданный расклад, это правда. Но, видимо, важно кому-то это услышать. Пусть, может быть, и не для всех, я это тоже допускаю. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.